Мы зрители. Ты вот как бы... Я стесняюсь. Оп, и вот 7 утра это когда? Потому что 7 утра это какое-то такое время вымышленное, мне кажется. Я знаю, что такое 4 ночи. Что такое 7 утра? Сегодня мы будем стрелять из лука. У меня будет индивидуальное занятие с Василием. И начинаем. Сегодня наша тренировка начинается с разминки. И, как всегда, я иногда бывает, что хожу от метро Дмитровская и уже разогретый, но сегодня я ехал на машине, поэтому сегодня разминка будет более активная, поэтому поехали. Буду показывать, как я умею разминаться. Руки. Да, Василий, ноги. Я хочу, чтобы тренер... Хвост. Хвост? Хвост, да. Зачем он нужен? Третья точка опоры. Так вот зачем он на колчане у всех вот даже у тебя висит. Это мохнатка. Только у меня и еще у 4. И у всех других 4. только 40 тысяч женщин. английских лучников, да. У кого? У женщин? мохнатка только у него и у женщин. Да. У женщин не знаю, но шотландские стрелки любят такие штуки. Гордые, но жизнелюбивые шотландцы с тех пор носят юбки. С тех самых. Ну, раньше, что ты помнишь, как было принято? Нет. Когда захватывали город, всех мужчин убивали, а женщин насиловали. Не, просто здесь чем хороший тир, что здесь есть именно силовые вот эти вот всякие упражнения. Гантели, штанги, турник. Потому что когда ты приходишь в тир, там где только тир. Расскажи, что ты растягиваешь? Растягиваем. Мышцы. Покажи, какие мышцы. Я не могу отпустить гантель. Но на самом деле, да, они потихонечку за 2 месяца эти мышцы уже растянулись. Так. Конечно. Потому что они раньше болели капец как. Теперь ты их просто не чувствуешь, да? Нет, ты их чувствуешь, но они не так болят просто. Мы сейчас сильно останется тренироваться. Надо 2 руки делать, Василий? Или все-таки ту тянущую руку, чтобы она... Ну, 2. Иначе будет одна вот такая большая, как у котика. Вот это можно картиночку будет расставить. С котиком. У меня есть картинка с котиками как раз на эту Или тему. папка с котиками. На тему стрельбы из лука. Папка с котиками. И мамка с котиком. Скажи, зачем вообще разминаться? Не знаю, Тренер говорит разминаться, я разминаюсь. не спрашивай. Я как тот всегда лучник. Я вопросов не задаю. Мне говорят делай, я делаю просто. Мне кажется, из такого выйдет толк. Да, я говорю, блин, вот, кстати, Антоха, вот пока тут это сейчас картинку с котиками ищу, он нормально делает. То есть он образцовый ученик. Есть у меня там товарищи, которые говорят, ну, зачем мне разминка, надо фигарить. Ну, как зайчик, да, который коноплю косил. Надеюсь, ты не будешь сейчас его искать у себя в телефоне. Нет, это анекдот был, про то, как заяц нашел поле с коноплей. Ну, рассказывай. Косит. Это медведь, короче, себе посадил. Встает там заяц, какую-то делянку его косит. На, и вырубил. К вечеру заяц очнулся, такой, нифига себе накатило, надо косить. Вот, интересное упражнение. Ноги, главное, беречь. А это зачем? Я такого не делал никак. Просто ему предплечье чуть-чуть подкачать. Сейчас мой любимый лук будем доставать. Я все время стреляю из синего лука. Самое подходящее усилие. Такое вот. Так, все оборудование тирное. Я вообще себе ничего не покупаю. Я бы не был тем лучником, который себе пришел бы, сразу все купил бы, сказал бы, типа, вот, есть все у меня для стрельбы, но заниматься я не буду. Поэтому сначала мы берем все тирное, а потом уже потихонечку будем подбирать. Конечно. Я даже Давай на сегодня седло нормальное сделаем. Оно меня Я даже на палечек арендую своего тренера. раздражает. Не, весь так прикол, сейчас расскажем про это седло. Оно каждый раз нас всех раздражает. Ну, смотрите, тут, короче, вот мой мастер любит такие седла. Любит меня. Короче, все стреляют с этого седла, все. Все. Все время Я вываливают просто стрелы. Не могу. Я говорю, давай сделаю, давай 5 минут потрачу, сделаю один Не, раз. а я ему говорю, сейчас будем показывать, как, в принципе, устроен тир вообще. То есть вы приходите, вы не умеете стрелять, вы берете тирное оборудование и получаете удовольствие. Уже этого знаешь?
Что хуже этого? Вот хуже вот этого твоего седла, да вот такое вот седло. А, здесь подмотали, смотри. Вот этого не было, и вот эта штука, вот она просто вот так вот разъезжается здесь все время. Блин, стрелу не зарядишь, ничего. Ну ладно, зато она теперь съезжается. Отличная тема, чтобы стрелять. Из лука. Зато напальчник не Зато нужен. пальцы не давят, да, зато напальчник не надо. Нет, я понимаю, там люди пришли там за 100 рублей 3 выстрела сделать. Это нормальная тема. Или там за 500 рублей сейчас пострелять и больше никогда не вернуться. Я знаю, раньше на детских всегда такая штука стояла. На детских американских луках везде вот такие ставили. Я считаю, Ну, я говорю, это когда там развлечения, прокат. Это хорошая тема, да. Напальчники не будешь всем давать перчатки? Нормально. Ну, вот, кстати, в тир для чего ходит? Чтобы тренироваться или есть те, кто поразвлекаться приходит? Нет, есть, конечно, те, кто поразвлекаться ходит. Для таких людей как бы тоже надо иметь некоторое оборудование. Но оно должно выглядеть красиво. Да, для начала, ну, это вот этот джампсинг я бы купил без проблем, потому что, ну, первое, когда ты ни хера не понимаешь, ты приходишь в магазин, где нет, просто нет. Ты приходишь, у тебя висит 2 лука, один деревянный, другой самый дешманский, блядь, китайский. Так. Что, у тебя есть Деревянный, лук? один. Да. И между этим и этим как бы вообще нет разницы никакой. Номер лука 4 вверх, я так понимаю, А. 4 низ. А на том почему так А нет? потом, оно не подходит никуда. Оно не подходит никуда. Не, а вот это зачем? Это прицел. Прицел. А, ну об этом попозже расскажешь. Это он расскажет. Ладно. Я на самом деле вообще не целюсь. Да. Правильно, хуй прицел так. Надо все на ощущением стрелять. Главное, что я хочу понять, это как происходит выстрел. То есть для меня не важно, это, блядь, куда я там попал. Для меня важно, как я чувствую выстрел. Главное не куда попадаешь, главное чувствовать выстрел. Ну почему тут зал свободный, а все там стреляют? Да, нормально. Но здесь просто другая группа была, они там уже пострелялись. В Ты принципе, сейчас... удобно, когда 2 зала. Здесь можно как бы, подойти вон и на 3 метра стрелять. А если кто-то на 18, вот тумбу двигаешь себе на нужную дистанцию и тоже стреляешь. Так что занавеска вообще выручает. А дистанция тут вообще сколько? Ну вот это 18. И тут вот тесновато. Поэтому когда соревнования, вот это все отсюда ящики вот сидят на колесах, видишь? Угу. Их все просто выкатываем вон туда в предбанник, и здесь посвободнее. Можно арендовать? Уже Спасибо. еще теплый. Так это твой, что ли? Это его напальчик. Я как меня бы вообще доверяю ничего Анатолию. нет. Вообще ничего нету. Это очень важно, что ничего Только лучный магазин. Да, А почему, кстати, реально, у тебя же лучший магазин, почему ты вообще ничего своего не берешь? Сапожник без сапог. нет. Это специально и осознанно. То есть я пытаюсь понять. Как простым На- людям, у которых нет лучного магазина, каково им живется. Нет, просто нахера Техника безопасности. какая-то штука вообще тебе нужна? В какой этап? Ну, например, я прихожу, беру лук, который есть у тира. Беру все оборудование, которое есть у тира. А напалечник не берет, который есть у тира. Там вообще только одни перчатки вообще. Там даже нет напалечника, да? Нету. Нет, есть. Этот Я ни на разу не видел. заклепках, которые SF-овские И за 3 копейки. я хочу понять самое главное, а потом вам рассказать как зрителям, как и с чего нужно начинать. Сейчас я могу точно сказать, что весь процесс стрельбы начальный начинается с краги, напалечника и тетивы. Короче, объясню, почему напалечник. Во-первых, эта штука такая сугубо ваша. Она, во-первых, такая тактильная, рука какая-то там потеет, удобство. Также крага. То есть бывает, что тетива бьет по руке. Тоже это, так скажем, со стороны гигиены, это ваша личная. И тетива. Объясню, почему тетива. Потому что каждый раз ее кто-то целует. Ну, то есть растягивается и губами прикладывается каждый. Вот так вот ее, блин. И, короче, чтобы такого не происходило, что вы, блин, например, какой-нибудь сифилизный приходил, блядь, стрелял с этого лука, блядь, чтобы вы снова... Ты вырежешь это? Сифилис? Сука. Нет. Короче, очень важно, чтобы тетива тоже была ваша. Потому что растянулись, приложили, Я тренер, не можно. и вот каждый раз кто-то ее губами трогает, эту тетиву. Мне кажется, она тоже должна быть. Это гигиена. Так а почему у тебя до сих пор, если ты уже это понял? Я всё, рассказываю, вот если бы я сразу пришел, у меня было все свое, я бы вам не рассказал бы этого. Ну сейчас ты уже понял. Я к этому потихонечку прихожу, и дальше мы уже
два этих конченых влога записали, короче, у нас ничего не получается. И я каждый раз рассказываю, там, тут мы вот это делаем, тут мы это делаем. И каждый раз все по кругу хожу. Короче, это будет, наверное, первый влог. Если вы захотите, кстати, мы можем выложить и те два, которые мы пытались записать, но они у нас не получились. Их никто не одобрил. Типа они такие колхозные. Вот. Да это такой же получится. И как мы запустим первый влог, мы начнем покупать напалечник. Блядь, покупать, делать тетиву. Купим крагу. Седло сделай. Тут даже, да, седла нету. Конечно, все время вываливается стрела. Вываливается стрела. Все время есть возможность холостой выстрел сделать. Смотри, есть 18 метров, там никого нет. Никого нет. Зачем он эту башню себе сюда поставил? Ну, ему нравится вот эта башня. То есть в этом никакой логики нет? Нету. Ну просто так можно, он делает. На самом деле это хорошо, когда такой щит может так вот подвинуть. А теперь твоя версия. Зачем ты щит себе сюда поставил? Ну почему не на 18? Я же говорю, что задача моя почувствовать выстрел. Если я чувствую выстрел, Он говорит, о чем? Сейчас в этой половине никого нет. Мы могли с тобой хоть на 3 метра пойти. мне просто Нет, привычно. я спросил, почему, ну, почему не на 18 он сейчас сразу стреляет? Сразу не мусим. А, ты про это? Ну да, Я там думал, всё почему, когда нет тир машины. пустой, он в эту стреляет. Корейцы стреляют на 3 метра, и они чемпионы мира. Я похож на корейца? В следующий раз. Он пока еще не похож на корейца, Пластырем, блядь, будем так зажимать, Будем блядь. на 3 метра Мы ж стрелять до тех пор, корейцы, пока он не станет похож на корейца. Да мои мачки сними, я думаю, он будет щуриться. Он будет похож на чуриться. Так зачем на 3 метра стреляют? Так принято. Василий, Да я что, тренер, что тебе ли? денег, что ли, надо? А, кстати, Чтобы ты нормально кстати, о отвечал. деньгах. Короче, смотрите, ребят, это элемент разминки. То есть то, что там он руками, там ногами покрутил, это одно. Вот. Но надо размять именно нужные мышцы, поэтому сейчас у него разогрев. Во-первых, на 3 метра далеко ходить не надо выстрелами. Выстрелил, забрал, пришел. Очень напрягает на улице стрелять. Очень. 70 метров. Выстрелил свои стрелы. Туда-обратно сходил, уже 140 намотал. 10 серий сделал, 1,5 километра пошел. Вот. Здесь ему надо работать на технику. Вспомнить, как стоять. Вспомнить, как вот тут вот с этим, с корпусом вот проблема. Видишь? Небольшая. Опять вот здесь вот было, выпячивается там. Вспомнить, где упор, где чего. Как вот тут вот работать. И вообще, мне кажется, вот я неделю отдыхал, Да. все вообще забыл. За неделю все забыл, естественно. Вообще Поэтому ничего ему надо даже не вспомнить. могу вспомнить. И здесь хорошо вот вся стена из изолона. В принципе, тут можно и на 18 было бахнуть. Но в большинстве тиров стойка же. Там щит метр на метр. И люди не всегда могут сразу с 18 и без разминки и в щит попасть. Ну, ты смотри, для человека без прицела вроде неплохо попадает. Да не важно, как я попадаю. Да, у него хороший тренер. За бешеные бабки. Я не пойму, вот по запаху, это чай или глинтвейн все-таки? Так тебе скажу. Как бы, я же тренер. Глинтвейн. Ну, изрядная доля рома здесь присутствует. Без этого стоит за этим. вообще невозможно наблюдать, как люди стреляют из лука. А вот так вот, знаешь, отхлебнешь, и вроде норм. Че, уже устал? Рука болит. Прям стреляет в руке. Вправо. Вот тут почему-то. Расскажи вообще, на чем ты сейчас работаешь? Вот над этим плечом дотягиваю лопаткой правой. Выстрел делаю. То есть, типа, можно... Вот растянулся. И, типа, сделал выстрел. А моя задача растянуться и заставить дотяг сделать лопаткой. Поэтому вот это я и тренирую. То есть это и нужно чувствовать. Это так не видно, но ты это чувствуешь, когда начинаешь делать выстрел.
А для чего? Вася сказал так правильно. Мне вообще все равно, для чего это, как это, бля. Вася говорит, надо так делать, я так делаю, а вопросов особых не задаю. На самом деле я много, ну, как бы не вдупляю, типа, это должно, типа, работать вот так, это должно работать вот так. Какая разница, делал выстрел и делаешь, но Василий утверждает, что на дистанции сил не хватит потом. Поэтому нужно делать правильно, чтобы сил хватило. И определенные мышцы работали, те, которые заставляют делать выстрел все время правильно. И как так объяснить-то, хер знает. Короче, ну, как бы, чтобы он и повторялся, и чтобы сил хватало. Я только запомнил, что, типа, вот, ноги должны быть на ширине плеч, типа, прямые не такие, блядь, не такие. Прямая стойка, колени не распрямлены, не согнуты, ну, то есть чуть-чуть в расслабленном состоянии. И, типа, прямо нужно стоять и вот тянуть лопаткой. Поэтому я и выбрал как раз, чтобы работать только с тренером. Потому что так приходишь, блядь, типа, ну что подумаешь, стреляешь. Ну ты вот стреляешь, как дурак можешь в день стрелять там 200-300 выстрелов. А по факту делать все неправильно. И потом приходишь через год и говоришь, типа, вот я уже умею, блядь, стрелять, там, попадать, а по факту все делаешь не так. И когда начинается соревнование, начинаешь уставать, начинаешь сыпаться, потому что много чего делается неправильно. Поэтому я сначала слежу за правильностью, а потом уже смотрю на результат. И поэтому мне тренер нужен для этого. Каждая тренировка у меня именно с тренером. Где там тренер там куда-то свалил? Он тут тренер всех учеников, то есть кто-то может ему платить, кто-то может ему не платить, но, короче, пользуются его услугами все. Так что вы, когда приходите, среда, пятница, иногда бывает воскресенье, с 12 до 4 Василий тут тренирует. Короче, можно прийти, типа вы тут такой стрелок, и по факту потренироваться бесплатно с Василием. Так, лайфхак. Я запомнил то, что мы должны тянуть все это лопаткой. Я так понимаю, что это какая-то основополагающая деталь в технике. Нет? Одна из ведущих. Почему? Помогает сэкономить силы и помогает не разрушать твои суставы. Основное, помогает не разрушать твои суставы. Продлевает твое спортивное долголетие. Если ты спортом видишь себе, когда ты будешь много стрелять выстрелов, то мы заботимся о твоем спортивном долголетии. А ты если раз в месяц стреляешь или только на соревнованиях, все равно как ты будешь стрелять. А это какая у тебя тренировка уже по счету? 10-я, может, тренировка. Ну, где-то так, да? Ну, примерно. А на 18 ты уже стрелял? Нет, только на 3 метра. И без прицела. А когда ты ему хотя бы прицел дашь? Я приносил ему прицел. А он что? Он его отрезал. Он пластырь сам приклеил? Нет, был Нет, пластырь. это местный. Я смотрю, он кучно собирает. И я ему говорю, ну давай, тебе пора уже прицел прикрутить. Что-то ты как-то слишком Да. хорошо А он стреляешь, говорит, прикрути-ка мне не прицел. нужен прицел. Я такой, ну в чем подвох вообще? Не, на самом деле, я же объяснил, что мне не важно попадание. Он говорит, мне не важно попадание, говорит, и вообще у меня есть пластырь. Ну, я по пластырю немножечко целюсь, но это так, чтобы чисто просто посмотреть. Но на самом деле иногда бывает, что мы работаем с Василием. Вот когда он говорит распрямлять, да, то есть одни стрелы уходят влево, другие стрелы уходят вправо. И мы когда с ним занимаемся, без влога, вот, там прицел не важен. То есть там нужно понимать, как ты делаешь выстрел и что в связи с этим происходит. Что у тебя работает, что не работает. Да, Василий? Да. Потому что тренировка Смотри, так и 10-й тренировки ты уже... Я все равно, Нормально я не ощущаю, ну, как бы, я не понимаю. Мы вот отработаем, я так понимаю, что нужно просто чаще заниматься. Мы, когда с ним занимаемся, я под конец тренировки начинаю понимать. Но я выхожу, выкину все это на помойку, прихожу, в следующий раз как будто заново, блядь, начинаю стрелять. И снова Только нужно... я поэтому говорю спортсменам, ведите дневник. После тренировки, вам в конце тренировки пришло озарение? Запиши. Все, ты пока записываешь буквы, у тебя и в голове отложится. Даже если не отложится. На следующую тренировку приходишь, в тетрадку все открыл, смотри. Здравствуйте. Здравствуйте. Сорвал я вам запись, думаю, Почему? извини. Наоборот, у нас рабочая обстановка. Всем привет, Михаил, господа. это ему огромное спасибо на самом деле за этот прекрасный тир. Это владелец тира, Рик. Да, всем здравствуйте. Да? Поэтому, когда ты вот так вот делаешь выстрел, неважно, какой у тебя прицел,
ты начинаешь концентрироваться на этих лопатках. Все равно мне непонятно, нафига так делать. Я не понимаю. Ну, Я никто не знает, как это делать. я вот об этом и говорю, просто говорит, надо делать и все. Надо делать всё. Нахера Надо косить. делать? Хочешь теорию, ты знаешь, где почитать. archerySilo.ru. Нет, зачем? Эти лазоревые степи. Группа ВКонтакте. Ему, блядь, товарищ, блядь, похвалить. Ты там не был ни разу, что ли? Лавров, что ли? Да, у него там собрание его сочинений. Там Тебе- подробно. Тебе к всё. психологу, может, надо. Мне нет. А хотя я прочитал практически все. Мне кажется, Может, мне уже и к психиатру. Почему нельзя валиться на пятки? Устойчивое положение. То есть, если на пятках стоишь, вот, еще. Видишь, все равно на носки смещает вес рефлекторно. На пятках корпус неустойчиво стоит, равновесие все время ловить. И где оно должно быть? Ну, хорошо бы в центре больше на стопы. носках. А лучше вот чуть-чуть от центра. Вот если центр тяжести проецируем, вот он где-то вот так будет. Вот эти самые 60-40, где везде пишут, то вот 50 на 50 была бы середина, 60 на 40 вот здесь. То есть точка вот тут где-то. То есть она смещена вперед, и она смещена, естественно, к передней ноге, потому что лук имеет свой вес. Проекция центра тяжести. Даже традиционный люк. А я замечал, в тирах приходишь, девочки с блоками, которые стреляют, они просто как балерины стоят. На одной ноге вот так ровно. Да, грузов сколько там Ровно на вот тут вот прям, если можно листочек бумаги вот так вот под ногу засунуть вот так вот и вытащить. Но внешне они стоят ровно. Они по-другому не могут. Нет гнезда. А долго ему еще стрелять на 6 метров? Пока не научится. А как понять, что он научился? Ну, я ж тренер. Я Так. почувствую. О, все. Он научился на 6, переходим на 7. И ты в 3 часа ночи проснешься и напишешь ему, все, завтра Да-да-да. на 7 Так, стреляешь. завтра стреляем на 6,5. Не надо так сразу форсировать. Я не знаю, в чем как бы у Антона смысл, но у людей, которые часто тренируются, смысл попадать. Вот. Те, которые не часто, им просто может нравиться стрелять из лука. Это реально просто может доставлять удовольствие. Соответственно, так как у нас показателем является кучность, да, работа по мишени, как понять, что можно перейти на дальнюю дистанцию? Когда ты на ближней дистанции начинаешь кучно собирать, и желательно в середине мишени, надо уже подальше идти. А с техникой это никак не связано? С техникой это никак не связано. Мы все равно, даже когда ты уже умеешь хорошо стрелять там и на 90 метров, мы все равно начинаем с 3 метров разминку и так далее. И периодически возвращаемся на 3 метра. После соревнований возвращаемся на 3 метра. Одну тренировку обязательно, а может быть и 2. Чтобы почистить там что-то после турнира, то, что там вылезает. Когда надо было попадать, неважно каким способом. Там возвращаемся и опять восстанавливаем технику. В чем прелесть короткой дистанции? Можно даже глаза закрыть, все равно в щит попадешь. С закрытыми глазами лучше ощущение. Мишень на 3 метра не цепляет. Можно. Можно, но обычно Можно. это не делают как раз таки, потому что я работаю Нет, на смотри, технике. делаю. иногда и делают. Вот как бы есть на самом деле разница между тем, что стрелять просто в щит и стрелять между мишенью. Реально возникает желание попадать в середину, даже на 3 метра. Просто задачу можно разную ставить. Вешаем, например, большую мишень на 3 метра. Прям 122-ю можно повесить. Там желтая здоровенная. И боязнь желтого уходит. Потому что там все у тебя желтое, блин. 30 выстрелов, 300 очков. Вот, попробуй. Ты это делаешь для того, чтобы к тебе потом... Не ходили. Нет, Да. наоборот, подходишь к них, ты говоришь, сколько попал. 300. И ты им говоришь, Итак, тренировка наша на сегодня заканчивается. Я примерно сколько? Выстрелов 100, Вася говорит, сделал. Я даже не считал. Ну, потому что процент снял счетчик. Ну, во-первых, я уже начал уставать. Вот, второе, Вася говорит, что уже некоторые... Я уже вижу, ты Да. уже не вытягиваешь. Ну да, некоторые мышцы уже работают прям в напругу. Сколько? Час уже стрелял без перерыва. И самое главное, я наполечник отдал. Крага. Смотрите, что пробило мне. Завтра будет синяк. Это крага шангсинговская, силиконовая. То есть она по своей функции не работает. То есть как бы была бы вот такая кожаная, она потолще, а это просто пробило мне всю руку. Видно же, да? Да, видно. Не, ну на классике, С рукой сравни. У тебя такая рука. на классике же крага, она не от ударов защищает.
на классике у тебя тетива проходит вдоль руки, и потом начинает вот так болтаться. И поэтому, по сути, она вот и, ну, вот такой достаточно, если ты будешь нормально стрелять, ее хватит. Если такое случается, ну, можно, да, поддеть как какой-нибудь потолще. Ну да. Вот. Ну, а так, да, как бы, Олег, ты прав. Тебе надо руку потихонечку Иначе он не будет выставить. на высоте работать. И тетива будет проходить из крага, одежду держит. Ну и здесь, да, вот эта вибрация есть. Смотри, где он у тебя. Значит, локоть вот так вот. Убери. Видишь? Даже уже такого бы не было. Вспомни, мы с этого с тобой начинаем. Приучайся. В автобусе стоишь, там за поручень держишься. Раз. Ладно, следующую тренировку будем отрабатывать. Но я почти все луки продал, один только себе оставил. Зачем ты все оставил? На всякий случай. Чтобы потом продать. Скажи, а у вас в тире есть правило «пострелял, убери за собой»? Конечно. А кто-то стрелял оставил? Нет, фу, слава богу. А щит, Ну, это нормальное правило, как бы. Пострелял, убери за собой. а щит не надо убирать? Ну, я его сейчас задвинул, он туда, в уголок. То есть тренер уберет, можно не убирать? Нет, ну смотрите, там... Если ученик не убирает, приходится тренеру убирать. Вы же понимаете? Короче, так себе ученик получается. Работа такая. Не, ну, кстати, блин, у нас ученик классный. Вот, во-первых, он 2 раза в неделю ходит. Во-вторых, за 10 тренировок, вот если посмотреть на него, ну, как бы, в принципе, я бы его даже сейчас на мишень поставил. Даже на 18. Но он сам не хочет. Ну, просто не хочет, да, ему не это нужно. Он говорит, я хочу понять, как стрелять, а вот это все ваше. Турниры там. Ну так, в принципе, вот, смотри, 10 тренировок, и я уже готов выставить на соревнования. Слушай, а вообще, вот к тебе приходят люди с разной мотивацией? Или к тебе только хочу, типа, быть спортсменом? Абсолютно с разной. Ну, смотри, как бы делим прям вот людей на... Я хочу получить удовольствие от стрельбы из лука. Это нормальное желание, и стрельба из лука дает такую возможность. Можно реально пострелять и получить это удовольствие. В кайф. Просто на выходные просто с друзьями развлечься. Есть люди, которые не знают, что такое стрельба из лука. Они посмотрели в кино, им показалось это круто. Они пришли, попробовали, и да, дальше 2 пути опять развилка. Реальность похожа на ожидания. И эти люди остаются в стрельбе из лука, и опять они дальше могут стрелять для удовольствия, могут вырасти в спортсменов. И часто второй вариант, да, реальность немножко отличается от того, что они себе представляют. Забирают свои Кстати, слова. видишь, да, ты говорил, ученик там хороший. Слушай, а тренировочный процесс у этих людей отличается? У тебя есть 2 разные программы, как у тренера, для У меня тех, есть кто пришел разные поразвлекаться? программы. Если люди пришли поразвлекаться, нечего их грузить всякой теорией, и уж тем более не надо их заставлять там 3 месяца на 3 метра колбасить. И для них не так важно УФП там и вот это все прочее. Вообще нечего с ним тренироваться, просто лук даешь, пусть стреляет. Не, ну, как бы надо подкорректировать. Во-первых, техника безопасности. Да, Когда их 6 человек сразу приходит, это один. хоть 1, хоть 6. Все, надо вдолбить технику безопасности. Чтобы вот как у меня было, когда я линию стрельбы споткнулся. Я шел в тире и споткнулся. Я думал, пол неровный. Оказалось, просто линия стрельбы, и кто-то стрелял. На сознательном уровне я не смог через нее физически перешагнуть. Просто не смог. Я такой, «Ну, ничего себе, я прям супермен. Я не могу перейти через линию. Как тот браконьер с кабаном, да? Антон, так он был. Браконьер тащит на плече кабана, и навстречу, хоп, лесник. Ну, как обычно. Говорит, ха-ха-ха, браконьерин. Говорит, нет, просто по лесу гуляет. Да? А на плече что? Ничего, а на другом. Показушное прощание. Следующий лук с нами. Ага. Завтра? Нет. Ладно,